Статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Последние 5 лет в нашей стране она зовется народной. Это незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Максимальный срок лишения свободы по этой статье – до 25 лет тюрьмы. Дети 328, матери 328, акции протеста, пикеты, голодовки, слезы ночами в подушку, сборы посылок в тюрьмы, письма и редкие свидания. Но есть в этой огромной группе человеческих трагедий, ежеминутной борьбы за свободу и за честный и справедливый суд, небольшая группа, которая всегда в тени. Она невидимая, она никому не интересна, и на нее никто не обращает внимания. Девочки 328. Несовершеннолетние девочки, задержанные, осужденные по 328 статье. На срок на 8, на 10 и более лет. Они почти не попадают под амнистию Лукашенко. И у них очень мало шансов на обжалование. Именно от них чаще всего отворачиваются семьи, узнав о приговоре в 10 лет лишения свободы. Почему-то за мальчиков семья будет бороться до последнего, а с девочками, как повезет. А везет далеко не всем. И тогда девочка, чаще всего несправедливо попавшая за решетку, или вы все еще верите в справедливость действий нашей милиции и белорусских судов, вот эта девочка остается одна, без поддержки, без помощи. Одна на много лет. И после тюрьмы идти девочкам 328 особо и некому. Сколько же сегодня в Беларуси девочек находится за решеткой? Этих данных не получить официально. Они тщательно скрываются. Сухая статистика только скупо вещает, что в Гомельской женской колонии номер 4 постоянно отбывает наказание примерно 1500 узниц. Сюда попадают, как правило, те, кто получил срок первый раз. Самые популярные статьи – грабеж, мошенничество, убийство, разбой. А примерно 10%, около 150 женщин-заключенных, сидят по 328 статье. Среди этих равнодушных цифр нет самых важных. Сколько среди них девочек, бывших несовершеннолетними на момент задержания? Повторю, этих данных в публичном доступе нет. А даже наоборот. Создается впечатление, что несовершеннолетних девочек в Беларуси за решеткой не существует. А ведь они есть. О том, что в ВК-4 в нарушение законодательства вместе со взрослыми женщинами содержатся и несовершеннолетние девочки, говорят только косвенные факты. Но даже этого достаточно. В 2019 году министр внутренних дел Игорь Шуневич, уже, к счастью для нас, бывший, пафосно посетил исправительную колонию для женщин номер 4 в Гомеле. Данных о том, что там находятся несовершеннолетние, официально нет. Но невнимательные и нечуткие к заветам идеологов журналисты радостно отрапортовали о том, что масштабная реконструкция общежития ИК-4 в Гомеле позволила также организовать участок для содержания несовершеннолетних осужденных девочек. Устроили корпус для содержания осужденных, не достигших 18 лет. В новое здание переехал и филиал школы. Игорь Шуневич щедро пообещал ученицам, что те, кто окончит школу с золотой медалью, могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Вот так мы учимся читать между строк. Девочки, еще даже не закончившие школу, сидят за решеткой. Статей, по которым могут привлекать школьниц с 14 лет, в Уголовном кодексе Беларуси не так уж и много. Одна из них – 328. Игорь Шуневич обещает девочкам, которые будут хорошо учиться в тюрьме, побыстрее их освободить. Но, как всегда, есть какой-то нюанс. В белорусском законодательстве получение школьного аттестата с отличием не является основанием для условно-досрочного освобождения. Поэтому Игорь Шуневич так легко бросается подобными обещаниями в нарушение закона. Потом же всегда можно сослаться на закон. Дескать, не предусмотрено, но вы учитесь. Потому что этих девочек МВД воспринимают как рабынь, с которыми можно делать все, что угодно. Хочу – отпускаю на волю царским решением, хочу – в карцер, хочу – продляю срок в тюрьме до бесконечности. Полная вседозволенность и безнаказанность. И полное беззаконие. 12 апреля 2019 года посол Великобритании в Беларуси Фиона Гиб и представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар посетили воспитательную колонию номер 2 в Бобруйске, где содержатся несовершеннолетние мальчики. Внимательно следите за руками. Высоким гостям и потенциальным спонсорам со стороны МВД был оказан самый радушный прием. Им даже показали театральную постановку, актрисами в которой были та-дам, несовершеннолетние девочки из Гомельской женской колонии номер 4. Как же девочки-заключенные переместились из Гомеля в Бобруйск?
Я понимаю, конечно, что девочкам такая поездка – это хоть какое-то развлечение в серых буднях гомельской тюрьмы. Но мне бы очень хотелось знать, на каком основании девочек из женской колонии перевезли в мужскую, и было ли это оформлено должным образом. Уверена, что нет. Уверена, что все это было сделано исключительно по звонку. Как по звонку у нас судят. Так что у МВД даже крепостные актрисы теперь есть. И это даже будет покруче дружного отряда «Арбузниц Лукашенки». Но МВД на женской колонии номер 4 не остановился. По данным на 2019 год в Петриковском государственном специальном профессионально-техническом училище закрытого типа номер 1 легкой промышленности учились 35 несовершеннолетних девочек, совершивших правонарушения, не представляющие большой опасности для общества. Ну скажите же мне, яхонтовы мои, если они не представляют опасности для общества, зачем их вообще держать за решеткой? Я вам отвечу, зачем. Швейное производство – одно из основных направлений тюремного бизнеса. Эта продукция идет за рубеж и приносит валюту. А швеи получают баснословные деньги по меркам белорусской тюрьмы. Аж целых 10-15 белорусских рублей в месяц. Как говорится, девочки, 328 можно шоковать и ни в чем себе не отказывать. Это же такие деньжищи! Целых 10 белорусских рублей в месяц. Предлагаю Наталье Качановой и Лидии Ермошиной от щедрот государственных тоже платить 10 белорусских рублей в месяц. Или даже 15. Нам не жалко. А что они как не родные? Стараются, столько делают. Можно сказать, здоровье гробят ради нас с вами, неблагодарных этаких. А получают ли они столько? Вот бы всей страной их отблагодарить и платить именно по заслугам. Ну, а если шить не умеют, так научим. Всей страной. А, кстати, то самое общежитие, которое так пафосно и с таким опломбом в 2019 году открывал Игорь Шиневич, сразу же закрылось после его отъезда. Холодно, потому что. То есть вы понимаете, общежитие отремонтировали на народные деньги, а то, что в Беларуси бывает иногда плохая погода, сотрудникам МВД как-то в голову и не пришло. Это потому, что сотрудники МВД денно и ночно заняты борьбой со снеговиками и женскими трусами на балконах. Тут и про климатические особенности страны забыть-то можно, поте лица-то. А вот еще прекрасные, ну или ужасные. В женской колонии номер 4 присутствует дом ребенка, где постоянно живут около 30 детей, рожденных женщинами-заключенными. Эти дети не успели совершить ничего, но уже наказаны нашим государством. Вот прямо со своего рождения. Вот только родились гражданами Беларуси и сразу в тюрьму. Думать же надо, где рождаться. С мамой таким детям видеться позволяют только 2 часа в день. И в выходной щедрое МВД дает 5 часов в день. Потому что, согласно белорусскому законодательству, у осужденных женщин нет декретного отпуска, ну или отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3 лет. Вот и обязаны женщины, согласно режиму, постоянно жить не со своими детьми, а в отряде. Кстати, слово «режим» тут не политическое, а вполне себе официальное. Ну, режим у нас только в тюрьме, а вокруг же благодать, по мнению Сенепалова. А Сенепалому на этих детей за решеткой наплевать. Впрочем, как на любых других. И хочется мне построить страну, где чужих детей быть не должно. Как не должно быть белорусских детей за решеткой. Мы просто обязаны такую страну построить, вопреки режиму. Живи Беларусь!